важнее изменить вот здесь. Что от того, что человек не знает, что можно обвинять? Конечно, он утром читает мантры и после этого пытается что-то делать, но при этом все время обвиняет себя, все время ныряет в прошлое, все время кого-то находит первопричины для того, чтобы их как-то переложить и что-то сделать, и у него ничего не получается. И после этого он пишет: Андрей Андреевич, у меня ничего не получается, что же мне еще сделать, что же мне еще сделать? Проходить первую ступень и слышать ту философию, о которой я говорю, и использовать эту философию. Если гипотетически принять это для сведения и начать контролировать, то вы увидите, насколько это изменяет жизнь. Это настолько уникально. Я вам могу сказать, если вы хотите, чтобы у вас прямо сегодня полностью начали работать те шумы, которые вы слушаете, то у меня есть к вам предложение. Не вспоминайте о будущем, вернее, не вспоминайте о прошлом, не обвиняйте никого в том, что с вами что-то не так, не обвиняйте себя, не обвиняйте окружающих, не воспитывайте окружающих, не пытайтесь переделать окружающий мир, а просто живите и восхищайтесь. А восхищайтесь, начните делать так. Каждое утро, проснувшись, говорите мысленно слово «Ура». Ура, я проснулась. Ура, рядом со мной проснулся мой любимый человек. Ура, я ем. Ура, я засыпаю. Вот это слово «ура» и есть благодарность Всевышнему. А вы: о, спасибо тебе, благодарю тебя. Кого благодарю? Чем благодарю? То есть вы считаете, что существо, которое создает миры и вселенную, нуждается в вашей благодарности? Ему бестелесному, вечно живущему существу, которое жило до нас, будет жить после нас, необходимо слово человека, который говорит: спасибо тебе, потому что у меня освободилось на стоянке место. Вы что, думаете, что это существо, энергия, она слышит, но она может воспринимать вашу энергию, когда вы создаете импульс. Вот это слово «ура» создает ваш импульс электрический, и тогда это как благодарность. Это и есть наполнение Вселенной чувствами. А теперь посмотрите, как живет обыкновенный народ. В чем живут вообще наши люди? Найти кого-то, кого бы можно было обвинить, кого-нибудь заклеймить. Выяснить, из-за чего и почему это произошло. После этого не иметь целей, а иметь микроцели. И после этого люди, они все время поклоняются прошлому и поклоняются все время смерти. Куда будет двигаться этот мир? Если все время люди, даже не умея слышать, постоянно вспоминают то, что говорится. Когда человек не восхищается, человека нет восхищения, он ничем не удивлен, он ничем не восхищен. У него все в жизни уже было, и ему легче вспомнить, чем еще раз это создать. Таким образом, человек становится жмотом на свои чувства. Он не хочет создавать восхищение, ему лень это делать, ему не хочется. Ему легче вспомнить, как раньше было хорошо, чем сейчас довольствоваться тем, как хорошо сейчас. Ой, что я не видела еще такого моря. Знаете, как наши приехали отдыхать в Египет, она одела каблуки, идет по песку и падает несколько раз. После этого встала возле какой-то пальмы и смотрит, а на нее никто не смотрит. И ей говорят: ой, а подружка говорит: ой, смотри, какое море синее. Она говорит: что, море не видела? А смотри, какой закат. Что, заката не видела? Смотри, какие шезлонги. Я что, шезлонгов не видела? А смотри, какие арабчики. Я что, арабов не видела? Все пусть смотрят на меня. После этого до вечера напивается и говорит: что попало, что я сюда приехала, не понимаю. Почему? Потому что никто не восхищался ее каблуками, никто не восхищался ее красотой волос и глаз, я не знаю чем еще. И после этого человек, не восхищаясь ничем сам, ждет, что кто-то будет восхищаться им. Тогда как это возможно? Тогда это невозможно. Тогда вот она и ходит, серьезная, надутая, в жизни ничего не видящая. Тогда зачем такому человеку что-то давать, если он ничем не восхищается? Ребята, вы представляете, очень часто алкоголикам везет больше, чем не алкоголикам. Почему? Потому что человек выпивает 100 грамм, вытаращивает глаза и после этого верит в то, что у него все прекрасно. И после этого 100 грамм выпил, и бизнес получился, с бадуна он отлежался, потом пришел и снова выпил, знаете. И потом смотришь, у него вроде как-то кувырком, хамылем, но что-то получается.
И после этого смотришь на работягу, он утром встал в 5 часов, целый день оттарахтел, домой пришел, спать лег, утром отжался, там зубы почистил. Он болеет сильнее, при этом у него ничего не получается, и жена еще плохая. И потом он говорит, надо же, этот не работает, то 3 дня он в коматозе, 5 дней работает, у него все получается и так далее. Ну почему ж так? А потом тот, который выпивает, бросил выпивать и говорит, как кинул пить, то вообще ничего не получается. Я обычно говорю, нужно начинать. А почему так произошло у него? Потому что когда он выпивал, у него появлялись чувства. Он вытаращивал глаза и говорил, нормально, да все равно, да скоро нормально будет. И после этого у него это происходило. Почему? Потому что для этой энергии неважно, ты был пьян или ты был трезв. Понимаете? Неважно. Главное, что ты создавал вот эти эмоции через свое сознание. Вы представляете? Естественно, как люди делают. Естественно, люди все время начинают ковыряться. Целый день. Ой, вот так было хорошо тогда, так было хорошо. А сейчас тебе что мешает испытывать хорошо? Встань, выйди на улицу, подыши воздухом. Если ты с семьей, там, погладь кого-то, посади на колени. Там, если ты с детьми, там, как я, одну на одно колено, другую на другое колено. И после этого основное действующее существо вот так обнимаю. Правильно? То есть это наслаждение той жизнью, которую строил персонально для себя.